Ну что, привет, ребята! Я все-таки заболела, как я вам и обещала. В общем, я встала, в принципе, где-то в часиков 10. Вчера ночью вообще меня вырубило просто. И сейчас я уже чувствую, что сегодняшний день... Вот знаете, когда я болею, у меня обычно первые, наверное, 3 дня самые... Нет, 2 дня, наверное, самые жесткие. Потом уже такой отходняк наступает, и потом уже гораздо легче, поэтому сегодня будет, видимо, очень, очень сложно. Если вы помните, я вчера вечером ставила пшённую кашку, так что давайте, наверное, пойдем вместе посмотрим, как оно мне там получилось. Я слышала еще так с просонья немножко слышала, что-то пищала мультиварка, видимо, уже там готовилось все. Каша, кстати, получается совсем иначе, чем я готовлю ее в обычной посудине, да. В мультиварке все-таки гораздо вкуснее она получается, какая-то более пышная, что ли. И, конечно, она была разогретая. В общем, я сразу ее насыпала по тарелочкам, добавила здесь немного ананаса, такого кусочками. И еще чаек себе сейчас заварю вот такой вот. И буду еще вместе с чаем в прикуску кушать вот такой вот мед. У меня вот такие вот небольшие пробнички есть, очень вкусные. Так что пойду лечиться, как говорится, отдыхать. Сегодня, наверное, у меня будет такой более-менее лежачий день. Ну что, я уже позавтракала и хотела вам немножко рассказать по поводу того, тренируюсь ли я в эти дни, когда болею, вообще как я строю свое питание. И, кстати, надеюсь, я вас не сильно напрягаю таким болезненным видом, но что есть, то есть. В общем, по поводу тренировок, естественно, я не тренируюсь в эти дни. Когда мне пишут, я вот, допустим, болею, у меня болит голова, у меня там горло болит, и вообще я сейчас плохо себя чувствую, можно ли тренироваться? Ну, я, честно, не понимаю такие вопросы, потому что тренировки многие ставят превыше своего здоровья, как будто вас спасет эта тренировка за один день, и как будто что-то такое случится, и как будто вы на плюс 100-500 килограмм опять поправитесь, если не потренируетесь в этот день. То есть, ну, естественно, нужно в первую очередь выздороветь, даже если болезнь займет... Даже если болезнь займет где-то неделю для того, чтобы вам оправиться, чтобы прийти в себя, ничего страшного в этом нет, это жизнь. И в первую очередь нужно ценить свое здоровье, потому что если вы будете тренироваться, естественно, никакого толку от этого не будет, вы только воспалите свой организм, кашель у вас может еще больше начаться, голова заболит, ну, в общем, сопли, естественно, 3 ручья. Я даже не представляю, как это комфортно ли заниматься в таком состоянии, поэтому я даже не думаю об этом просто. Я вот где-то 3 дня даю себе просто отдых полноценный. Вот Дима мне сейчас пошел покупать мне целую кучу таблеток разных. Не то чтобы таблеток, я не сильно люблю вот такую медицину, когда нужно выздоравливать с помощью таблеток, поэтому будем что-то делать. Я вам сегодня покажу, что я употребляю в такие вот моменты. Представляете, если я сейчас пойду заниматься? Ну к чему это будет и зачем это будет? Поэтому я еще раз вам повторяю, что перестаньте воспринимать тренировки и питание как что-то, что вы можете пожертвовать просто здоровьем своим. И питание то же самое. Сегодня вы увидите, наверное, какое мое болезненное питание, потому что в первую очередь мне очень некомфортно ходить, двигаться, у меня очень сильная слабость, и, естественно, питание такое будет лайтовое. Я не буду заморачиваться, показывать вам какие-то кулинарные изыски, потому что мне просто хочется хотя бы какой-то энергии себе дать в это время. Так, ну что, мой супчик готов.
На самом деле это даже, я не знаю, как это назвать. Может быть это суп, а может быть просто бульон с вот такими фрикадельками. Но получилось, главное, очень горяченько, очень сытно. И, конечно же, мне в моем состоянии это будет в самый раз. Хлебушек у меня еще здесь вот такой вот ржаной. И пока еще не остыло, побегу кушать. Мне сейчас будет очень хорошо. Укутаюсь в одеялко, включу любимый фильм и буду сёрбать. Если вам интересно, какой химией я пользуюсь, чем я лечусь на данный момент, то я могу показать вам свой обыкновенный комплект. Этот комплект у меня действует, наверное, на 2-3 дня вот с самого пика моей болезни. Это, конечно же, капли в нос. Вот эти мне больше всего нравятся, они очень быстро пробивают, но я очень внимательно слежу за тем, чтобы не привыкать к этим пшикалкам, потому что я действительно иногда наркоманю и очень долго отхожу от них. Это, конечно же, анальгин от головных болей и температуры. На первое время уже сейчас пошла температура, так что я не сильно увлекаюсь им. Конечно же, колдрекс, вот эти чаечки. Не кипятком заливаю, обычной теплой водой, где-то 2 раза в день, тоже в первые 2 дня болезни. Вот эта штука очень классная, вот такие вот капли для глаз. Когда я болею, у меня очень часто сухие глаза, да и вообще у компьютера, когда постоянно сижу, в общем, иногда пользуюсь такими капельками. Вот это классный ингалятор Ингалипт, в общем, очень хорошо помогает. И при первых признаках болезни, вот когда горло першит, сразу же лучше им воспользоваться, и он очень хорошо помогает. Вот сейчас, на данный момент, когда у меня такой вот сухой кашель, я пользуюсь вот таким вот сиропом, где-то 3 раза в день, перед или после еды, я не помню точно, еще не читала упаковку, вот сегодня только что сходила, купила. Буду пить вот такой вот сироп. И, конечно же, перед сном у меня идет горячее молоко вместе с медом. Я просто замечательно с этим способом засыпаю, и горло перестает болеть, потому что у меня такой удушающий прям кашель. И хотела вам еще рассказать про вот эту классную штуку. Вернее, вы мне о ней рассказали как-то давно, но я все как-то не могла купить вот эти таблетки для тех, у кого герпес на губе выскакивает. В общем, как только появляются первые признаки герпеса, сразу же вот эту таблеточку пару раз в день, я прям в шоке, действительно. И не дает провоцироваться дальше вот этот герпес на губе. Ну, сейчас мне это не нужно, но просто хотелось вам сказать. В общем, вот такой вот мой набор химозный. Это, конечно, все очень плохо такое употреблять при болезни, но нужно очень быстро выздороветь, мне как обычно. Ну, в принципе, этим я и пользуюсь. Ну что ж, а я приступаю к своему следующему приему пищи. Я, получается, сделала себе эти 4 котлетки на пару, и салатик у меня уже готов со свеклой и сметаной, чесноком. В общем, сейчас кушаю, честно говоря, есть не особо-то хочется. Вот, вроде бы так насытилась этим супчиком, но нужно кушать, нужна хоть какая-то энергия для организма, поэтому сейчас буду приступать. И хотела еще сказать, между перерывами у меня был перекус такой, я что-то не засняла, 2 апельсинки я съела, и вообще апельсины у меня при каждой болезни, я их просто килограммами, мне кажется, съедаю. Я как-то посмотрела на себя в зеркало, не могла понять, почему у меня желтый язык. Оказывается, это все из-за апельсина. Конечно, может высыпать лицо прыщичками из-за такого перенасыщения, но зато какой-то витамин С должен быть там, да, в организме. Все, пойду кушать. Решила вам показать свою болезненную мордочку. В общем, сижу сейчас, отдыхаю. Дима пошел купаться. Он, кстати, недавно, в общем, когда я заболела, он пришел с магазина и он стукнул, в общем, палец себе очень конкретно на большой ноге. И мы сначала подумали, что он сломал его, пошли, сделали рентген пальца. В общем, все нормально, это просто сильный ушиб. У него сейчас весь палец синий, полностью весь как синяк. Ну, в общем, обычное дело, у нас всегда веселуха какая-то. В общем, я сейчас смотрю какие-то обучающие видео по сленгу на английском языке. И вообще сейчас все фильмы, все сериалы, вообще все смотрю на английском языке, стараюсь его изучать. И вообще это, наверное,
еще со времен Таиланда, я как-то увлеклась английским. Конечно же, не хватает практики, как это было в Таиланде, хоть какая-то минимальная практика, но даже без Таиланда, без практики вот такой речевой, у меня есть какие-то результаты хотя бы, чтобы узнать новые слова. Голос уже пропадает. В общем, я поняла, что я, наверное, вот в обычной речи, такой разговорной, вот как разговаривают блогеры, да, какие-то, я, наверное, 95% уже все понимаю, и это, конечно, круто очень. Но вот сказать, я чувствую, что у меня какой-то ступор. Я все понимаю. Я понимаю, как нужно разговаривать, как нужно строить предложения. Но стоит какой-то ступор. В общем, как вы перебарывали этот ступор? Я понимаю, что нужно влиться в всю эту атмосферу, поехать, конечно же, в эти страны, но все впереди. Я просто вот, не знаю, нужно как-то побороть себя, видимо. Ну что, ребята, сейчас уже почти 8 вечера, и, наверное, прямо сейчас я буду ложиться спать, потому что сил нет, и, как мне кажется, самое лучшее излечение организма происходит именно во сне. Так что сейчас заварганю себе теплое молочко, добавлю туда мед. Я знаю, пожалуйста, не пишите, я знаю, что мед теряет свои полезные свойства, но в данном случае мне абсолютно наплевать, мне главное здоровье, как я уже вам и говорила. Поэтому, в принципе, наверное, это будет последний мой прием пищи, и, как видите, сейчас у меня калорийность, и вообще набор моих продуктов за целый день был супер-мега минимальным, но самое главное, опять же, я употребляла то, что считаю нужным, я не пихала в себя еду, я ела тогда, когда хочется, ну, примерно там с какими-то промежутками, и еда, естественно, была более-менее полезной. Так что на этом, наверное, все. Спасибо большое за ваши пожелания выздороветь поскорее, но когда вы будете смотреть это видео, я уже буду, конечно же, здорова, потому что всегда записываю эти видео заранее. Так что прощаюсь с вами, ребятки, пошла я уже спать, и встретимся с вами завтра. Пока!